Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сразу скажу, давно собиралась поработать в этой технике, но мне казалось все очень сложным и запутанным. А в интернете постоянно попадались на глаза прекрасные работы, выполненные в технике акварель. Глаза боятся, а руки делают. Тем более, что после предыдущих работ остались небольшие лоскутки. Из них нарежем квадраты 6 на 6 сантиметров. А дальше уже приступаем к творчеству. В нижний левый угол помещаем самый темный лоскуток. Потом идет ряд более светлый. Дальше будет постепенный переход к красному по диагонали. Сначала сделаем диагональ более насыщенного цвета, потом уведем к самому светлому. Удобно эти узоры собирать на больших листах картона. Раскладка 5 на 6. Конечно, в этой технике лучше всего смотрятся ткани с крупным цветочным рисунком. У меня таких было совсем немного, но даже и такой вариант выглядит очень интересно. При выборе тканей исключаем чисто черные и белые ткани. Черная ткань будет смотреться как дырки, а белая сиять и выбиваться из общего фона. Девочки, я думаю, что вы со мной согласитесь, что очень важно разнообразить свою жизнь и находить себе занятия по душе. Сейчас мое новое увлечение – это рисование. Чуть раньше я записалась на бесплатный 3-дневный марафон по обучению рисованию в школе Матита. На первом уроке у меня получился очень милый котенок. А сейчас я прохожу 2-й урок. Я раньше никогда не рисовала. Все рекомендации получила на сайте Матита совершенно бесплатно. Автор курса Егор Матита, художник-педагог с преподавательским стажем больше 8 лет. Вы же понимаете, что можно быть хорошим художником, а уметь понятно и доступно научить рисовать других людей – это особый талант. Егор рисует с детства, обучался в школе искусств, закончил Московский архитектурный институт, а сейчас он основатель школы рисования Арт Матита в Москве, автор книги «Портреты карандашом. Техники достижения фотореализма», сертифицированный арт-терапевт. На 2-м уроке я рисовала портрет девушки. Показала результат своим знакомым. Если вы хотите отвлечься, успокоиться или просто расширить кругозор, то я от всей души рекомендую вам школу рисования Арт Матита. Вы можете присоединиться к его бесплатному марафону по рисованию. Ссылку я оставлю в описании под видео. Переходите, пожалуйста. Мне очень понравилось. Понравится и вам. Квадратики мелкие. Если их сшивать как положено, по правилам, сначала попарно, а потом в длинные полосы, то это можно с ума сойти. И лоскутное шитье вы просто возненавидите. Но мы же самые умные. Кто б сомневался, даже наши враги это подтвердят. Воспользуемся куском клеевого флизелина. При раскладке 5 на 6 и размере квадратиков 6 на 6 сантиметров возьмем кусок клеевого флизелина 30 на 36 сантиметров. Уложим его на гладильную доску клеевым слоем наверх. Сторона, которая с клеем, немного шершавая. Флизелин нужен самый тонкий.
Дальше мы очень аккуратно, впритык, укладываем наши квадратики. Здесь нужна точность и четкость. Я бы даже посоветовала или заранее разлиновать флизелин, или под низ подстелить разлинованный лист бумаги. А теперь я вам показываю вещи, которые у других мастериц обычно остаются за кадром. Мой клеящий материал работает только во влажном виде. Наилучшая фиксация происходит под воздействием горячего пара. Поэтому всю конструкцию закрываем влажной марлей и хорошо все проутюживаем с паром. Как работаем? Поставили утюг и держим несколько секунд. Потом аккуратно переставляем и опять держим. Дожидаемся полного остывания ткани, а уже потом убираем марлю. Все лоскутные кусочки прекрасно держатся на флизелине. А дальше мы просто сгибаем заготовку и прошиваем. Естественно, удобно работать сразу с несколькими деталями. Каждый шов разворачиваем, ткани расправляем, потом прокладываем новую строчку. Когда сделали все вертикальные швы, заготовки тщательно проутюживаем. Особенное внимание на припуски. Швы сейчас запаянные, спрятаны в флизелине. Надо очень аккуратно срезать самую кромку. Если хотите, то припуски лучше разутюжить на 2 стороны. Так мы убираем лишние утолщения. Если хотите, можно заутюжить и на 1 сторону. Моя швейная машинка возьмет такую толщину. На следующем шаге заготовку прошиваем по горизонталям. И смотрите, какие прелестные лоскутные блоки в технике акварель у нас получились. Очень интересно нашить несколько таких блоков и составить из них узор. А мне хочется сшить просто салфетки, ланчматы. Дорогой картине нужна красивая рама. Этот прием оформления мы использовали и раньше. Да, черно-белая классика. Сначала обошьем наши заготовки полосками черной ткани с горошком. Полоски пришиваем в такой последовательности. Сначала 2 противоположные стороны, потом 2 другие. А затем сделаем рамку из белой ткани с серо-черным узором. При таком оформлении все цвета ткани смотрятся гораздо ярче. Пошив ланчмата самый простой. Слой синтепона, ткань для обратной стороны, цветная лоскутная часть. Все скалываем булавочками и прошиваем по периметру, оставляя отверстия для уворачивания. Вывернутые детали тщательно расправляем, подтягиваем все швы. Затем скалываем все английскими булавками и намечаем линии стежки. Конечно же, как стегать, каждая мастерица придумывает сама. А мне захотелось нарисовать пальмовые листья. И если кто-то скажет, что строчка неровная, так это же пальма. У нее листья ветром загибает.
И получились у нас две прекрасные лоскутные салфетки ланчматы, выполненные в технике акварель. Очень интересные и красивые. Настоящие произведения искусства. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. У вас все получится гораздо лучше, красивей и интересней, чем у меня. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!